Сегодня я расскажу про пралине и покажу свой рецепт его приготовления. Что же такое пралине? Это паста, приготовленная из любых карамелизированных орехов. Начнем с их подготовки. Мне больше всего нравится пралине из смеси разных видов. Берем лесные, грецкий, арахис, в среднем по 50 граммов. В этом рецепте точность не важна. Это как раз тот случай, когда можно ориентироваться на глаз и делать так, как больше нравится. Нагреваем на большом огне сковороду, высыпаем туда орехи и слегка прожариваем. Готовность видна невооруженным глазом. Шкурка на лесных начинает лопаться и отделяться от ядра. На арахисе выделяется масло, а грецкие красиво поджариваются. Отшелушиваем кожуру. Сильно стараться нет необходимости. Кожура как раз и дает нам насыщенный ореховый вкус. Слегка измельчаем орешки. Карамелизировать можно орехи и целиком, но мне так больше нравится. Кроме того, в моей кофемолке будет легче справиться с измельчением. А теперь самое время подписаться на канал, тыкнуть на колокольчик. А еще расскажите друзьям на нашем канале. И лайк поставьте, и комментарий напишите. Теперь приступаем к приготовлению ливной карамели. Готовить ее будем сухим способом, то есть без добавления воды. Нам нужно примерно 300-350 граммов сахара. Кастрюлю с толстым дном ставим на средний огонь. Сегодня я хочу получить темную карамель с сильным насыщенным вкусом. И здесь важно не сжечь сахар, иначе готовое пралине будет горчить. Поэтому на дно ровным слоем насыпаем где-то 1/3 от всего сахара. Делаем огонь чуть сильнее и дальше просто ждем. Вот вообще ничего не делаем до тех пор, пока сахар не расплавится. Если дно кастрюли прогревается неравномерно, то слегка покачиваем и пересыпаем сахар к той стороне, где плавится быстрее. Чтобы было не скучно, подготовим силиконовый коврик или кусочек пергамента. Кладу его на стол и смазываю растительным маслом. Часть карамели уже хорошо расплавилась и потемнела до необходимого мне цвета. Теперь начинаем досыпать оставшийся сахар и перемешивать все деревянной лопаткой, чтобы остановить процесс кристаллизации. Подробнее о работе с карамелью и ее видах мы рассказывали вот в этом видео. Уменьшаем огонь и дальше плавим до полного растворения сахара. Этот момент также хорошо виден. Карамель из мутной превращается в прозрачную и начинают появляться первые признаки кипения. Всыпаем орехи. Тщательно перемешиваем. Орехи должны полностью погрузиться в карамель. В этот момент запах просто волшебный. Выключаем газ. Работать нужно как можно быстрее. Карамель моментально застываем. Выкладываем карамелизированные орехи на пергамент. Распределяем и разравниваем. Особая точность здесь не важна. Оставляем остывать примерно на 30-40 минут. После застывания это единый кусок ореховой карамели. Разламываем на кусочки. Самые красивые обломки я откладываю. Из них получается отличное украшение для тортов и десертов. А все остальное идет в кофемолку или блендер. В промышленных масштабах карамелизированные орехи перетираются до тех пор, пока не начинает выделяться ореховое масло. Благодаря чему масса приобретает однородную, гладкую, пастообразную консистенцию. Для этого нужна очень мощная техника. Поэтому в домашних условиях наше пралине будет скорее напоминать густую маслянистую крошку. Вот оно, наше замечательное ореховое пралине. Использовать его можно по своему усмотрению. Добавлять в крем, делать начинки и прослойки, посыпать готовые изделия. Крем с использованием пралине приготовим в следующем видео.